Рад приветствовать всех зрителей на нашем канале с мега распаковками металла, радиодеталей и плат. Сегодня у нас по графику будет 3 распаковки для зрителей канала. 3, потому что это лучше, чем 2, во-первых. Во-вторых, потому что мы отбиваемся от графика. В-третьих, будут 3 большие коробки. Почему? Потому что по очереди так получилось, что совпали все большие. Ну, примерно такого формата коробочки, короче. Ну, не сильно тяжелые, что радует уже, как бы, потому что тяжелые коробки, как говорится, утомляют. Вот. В общем, Вячеслав Викторович, это у нас первая будет распаковочка. Вячеслав Викторович, место Нововолынск. Сейчас мы поглядим, что у нас тут. Ага, коробочка в коробочке, короче. Ага, а тут ничего. Ну, как вариант, тоже неплохо. Вот. Тоже неплохое решение, как говорится. Так, ага, тут... Так, тут у нас данные. Оп. Доброго дня, Володимир. Довго ви мене консультували, але треба все одно перевірити. Дякую. Ну, я ж, как это правильно сказать, спасибо за отзыв. Не, я тоже как бы, ну, как это правильно сказать, не могу не консультировать, потому что это в моих интересах, чтоб подписчик прислал плюс-минус все более-менее. Не, я вижу, конечно, тут есть как бы нюансиксы, вот, ну, типа таких, да, вещей. Это мы сейчас ликвидируем все по-быстрому. Вот. Ну, сколько тут? Грамм 200 на 10 гривен. Грубо говоря. Опа, десяточку сейчас надо будет приплюсовать. Итак, это серебро. Микросхемы. Так, десяточка, двадцаточка, тридцаточка. О, на терабайт. Наверное, не рабочий. Так. Это платы. Еще платка. Еще платка. Процплата. Ну и в целом, скажем так, куча разных плат. Так. Это кладем сюда. Винчестеры есть. Короче, надо пока записать, чтобы не запутаться. Так, пока у нас есть только тридцаточка. Так. Это у нас со старту, да? Что у нас тут? Фонарик. Вот. А как он? Как он включается? Это, по-моему, это подписчик писал, по-моему, что будет подарок в коробке лежать. Вот. Ну, наверное, батарейки надо вставить сюда, я так понимаю. Ну да, здесь батареечки должны стоять. 4 батарейки аж. Спасибо за подарок огромное. Классный фонарик, конечно, пригодится. Вот. Это, я так понял, а вот это включение. Не знаю, не разбираюсь, не пользуюсь, как говорится, таким особо. Вот. Но огромное спасибо за подарок. Подарок супер. Насколько я помню, да, подписчик писал, что что-то будет лежать в качестве подарка. Так, откладываем пока его в сторону.
Так, в общем, что у нас имеется по платкам? Плата с чипами, плата ноутбука, плата ноутбука с процессором. Сейчас процессор достанем отсюда. Не довернул. Оп, довернул. Так. Плата ноутбука, тумблер и еще плата ноутбука. Процессор можно тоже снять. Оп. Ну, вот так вот, в принципе, все нормально. Взвесить можно попробовать на вот этих весах. В принципе, плат немного, думаю, что умощу. Так, должно быть видно. 620 грамм. Пишу 100 гривен. 100 гривен эти платы компьютерные. Так, что у нас еще есть? Так. Что у нас еще есть? Процики. Так, 3 процика. Это 30 гривен еще пишем. 30 есть. И оперативка. На оперативке у нас 40 грамм на 40 гривен. Оперативки. Вот. Оп. Так, плата жесткого диска. Мини-плата, короче, пишу 5 гривен. Это плата с жесткого диска. Так. Релюха вот такая вот. RNE 44. Не помню. По-моему, она пустая у нас. Напишу на всякий случай 20. Вот. Да, такое ощущение, что она вообще пустая. Сейчас я ее попробую открыть. У меня тут есть какие-то маленькие вон контактики. Ну, может, в теории, если их и снять, может, на 20-ку, конечно, и будет. Вот. В каком-то плане, не знаю. Ладно, написал и написал, какая разница. Так, это нам не надо. Что у нас тут имеется? КТ-пластмассу сейчас раскусим. Не знаю, наверное, так не видно будет. О, желтая, значит, вторая тоже желтая. И 630 4. Короче, 16 и 120. 136 гривен. Это у нас платка получилась. Тоже пока откладываем. Так, теперь нам надо разобраться с этими ребятами. Так, 22. Раз, два, 3, 4, 5, SP5 22. Это у нас 40. Оп. Так, что у нас тут еще имеется? Ага, вот подписчик вскрыл транзичок. Это у нас еще 60. Вот. Еще один транзичок скрытый. Еще 60. Говорится, корректируем. Так, вот такие вот неприемные. Это типа 808 БМ. Ну, такой корпус, короче. Так, больше тут таких нет. Нет. Откидываем его в сторону. Так. Микруха. Сейчас микруха пакетик оттарим. И будем микруху в пакетик закидывать, короче. КТ-пластмасса есть, кстати, не кусаная КТ-пластмасса. Вот. Подписчик, наверное, сказал, ну его в баню это дело. Так. Вот еще один белый. Так. Наверное, проще будет выбрать отсюда КТ-пластмассу, а микросхему. Вот еще один такой, что нам не надо. Так, КТ-пластмассу сейчас просто выберу.
сторону. А микросхему просто ссыплю потом в кулечек. Весы сейчас выключатся. Надо их это самое разбудить. Так. Ну, вообще лучше такие вещи сразу как бы сортировать. Вот. Потому что было бы намного удобнее мне. Я бы уже просто реально бы это все посчитал. Мы бы уже, наверное, с другим пакетом бы занимались бы активно. Ну ничего страшного. Так. Еще один, еще один. А вот еще один. Ну, в целом больше не вижу. Больше не вижу. Так, весы надо включить. Фух. Так. 0 есть. На ровном месте высыпал. Вот. Что за... Так. Все, можно взвешивать. Она вся кусаная, нормальная. 57,6 на 4. Есть. Так, теперь вот эти вот наши КТ пластмасса, не кусаная. Желтая. Плохо, что не кусаная, конечно. Желтая. Желтая. Эти кусаные. Вот. Сразу их считать будем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Желтая 9. Желтая 10. 11. 12. 13. Желтая 14, 15. 16. 17. 18. 19. Знаете, так, 19. Ого, 20. Короче, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. И огромная просьба на будущее считать, ой, вскрывать их все. 35 на 8. Есть. Так, убираем их. Пакетик бы какой-то под них. Что у меня тут есть под рукой такого, куда бы их высыпать. А вот коробочка. Опа. В коробочку. Так, что у нас тут в пакетике? Сейчас мы будем посмотреть. Еще какая-то пластмасса. Так, вот эти вот неприемные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таких вот 9 сборок, короче. Неприемных. Так. Вбрасываем. Оп. КТ пластмасса опять не кусаная. Не, ну скорее всего, наверное, вся желтая. Вот, потому что вот так вот. Сейчас можно рандомно кусануть. Я так смотрю просто по маркировкам, оно одинаковое все. Ну вот желтая. Нужно вот еще такую взять, да. Тоже желтая. Короче, нормально все. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53 штуки, короче, у нас тут их получается. И как раз их назад сюда, в коробочку. Так, 53, да, я сказал? Если нет, в комментариях напишите. Так, 53 на 8. Так, ага, полубочонки. Так, что-то тут есть. Что-то сюда попало. Короче, сейчас покажу. Короче, 53 четвертый. Раз. Два. 53 4. И еще один К-53. Я тут еще видел один импортный полубочонок. Найду я его или нет? Но я его видел. Сейчас. Я его видел, но уже не вижу. Одна штучка была импортная. Так. Повезло ему. Не найду, наверное. А, вот нашел. Вот он. Импортный полубочонок. Так, и вот эти К-53 четвертые. Я их тоже выкинул пока. Так, ну как пока. Просто выкинул. Так. М-м-м. 25,7 на 100, на 160 гривен, короче, напишу. Так. Что у нас тут? СП-339 91 года, неприемные. Так, что у нас еще имеется в наличии? Ага, 602, это большой транзистор. Бэушный 625. Еще 625. Это 603. Ну, жалко, что ноги вот такие вот, конечно. Вообще без ноги. Два таких торчат, короче. Обрубка. Этот нормальный. Ну, пойдет, в принципе, по длине ног. Это новый. Вот этот тоже новый. Этот, ну, пойдет как новый. Паянный, ну, пойдет как новый, короче. Так. Этот с ногами. Этот обрубок. Ой, так, это тоже. Сейчас покажу. Такое вот оно выглядит. Так, тут тоже какие-то есть, чуть-чуть торчат. Этот без. Вот такой вот он, короче. Без ножек. Этот вот такой тоже. И без крышки, без ножек. Так, без ножек. Так, теперь по полевичкам. Вот это у нас, грубо говоря, без ноги. А это типа, ну, нормальные, скажем так. Относительно.
Надо их посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12 штучек у нас. Пишу. Вот, 13. Вот, 13. 13 штук. Так. И этих как один, как за два пойдет. Короче, 15. Так, есть. Пишем. 15 на 18 плюс, ну пойдет, ага, пойдет. Плюс 55 плюс 40 плюс вот с такими дрючками 30 плюс вот эти безногие. Раз, два, три, четыре, 5 штук. 5 на 25, короче. Плюс 5 на 25. Вот такие 3 нормальных. Это по 40. Это у нас 3 на 40, 120. А эти у нас по 30. Бэушки 60 гривен. Так, это есть. Это на вес, это на вес. Вот этот большой пакет. Так, это медяшка на вес, точнее контакты. Вот еще контакты. А этот высыпать пакет. Стоп, еще контакты. Тут у нас разбираться. Срезка, походу. Не совсем. 800 первых. Раз. Короче, я смотрю, что-то тут. Так, нашел полевик. 800 первых. Раз, два, три, 4, 5, 6 уже штук. 801. Не, это вообще 602. А 801 вот эти 4, короче. 4, 5 801, один полевик, один 602, еще 801, еще 801, еще 801, и еще 801. И еще один. Так, пока ничего интересного не вижу. Сейчас я тетрадку поближе поднесу. Мы это дело попробуем выбрать все. Так, что тут осталось? Вот этот можно проверить. Откладываем. Так, 801 и еще одна. Так. Вот этот можно будет проверить, в принципе. Так, есть. Вот этот можно будет проверить, 311. Так, есть. Вот эти еще. Сейчас мы их попроверяем. Я их сразу выберу, чтобы потом лишнюю работу не делать. А остаются у нас МПшки. МПшки на тетрадке остаются. Как-то так. А вот еще один. И еще один. Переливаются все в один, короче. Тяжко. Тяжко наблюдать за ними. Так. Ну, сейчас вскроем, посмотрим. Как это, плоскогубцы возьмут, не возьмут. Надо за нормальными кусачками идти. Сейчас я тогда на паузу поставлю. Так, что у нас тут? На чем мы остановились? На транзисторах.
белый. Ну, рандомно я все подряд не буду. Они все одинаковые, просто, я так понял, с одной платы. Тоже белый. Я рандомно просто буду вскрывать. Белый. Вообще крышка слезла, белый. Ну, такой возьмем. Белый. Ну, еще один, да? Белый. Ну, еще, ладно, один. Мало ли. А он тоже видно, да? Вырезал, крышка белый. Эти я не беру. Почему? Потому что это все такие вот, короче, МП. Вот. Они все будут вот такие вот, как бы без разговоров, тут без вариантов. Так. Тогда я беру, высыпаю вот эти АОТшки сюда в срезку. Вот. Это у нас 801, вот один вскрытый. Вот такая вот точечка, это дешевые. А вот это 802, сейчас покажу, что под крышкой. Вот. А вот под крышкой у нас 35 гривен. Короче, 35 и 18, 53. На этих у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Короче, 53, 55 на 65, на 70 гривен, короче, получилось это все. Вот эти вот 801, они по гривне 50. Вот. А это у нас летит в срезку. Летит в срезку, короче. Оп. А, вот. Забыл еще 311. Опа. 15 гривен. Желтик один. Так. Так, срезка. Грамм, наверное, 200. Почти. Короче, десятка. Так. Погнали заниматься серебром. Это, наверное, у нас... Где магнит посеял? Магнит уже куда-то унес. Так, пауза, сейчас вернусь. Так. Магнитная. Шестьдесят на 22. Серебро. Так. Серебришка. Так. На меди. Вот такие вот, короче, контакты. 218 на 11. И не магнит. Что это за контакты такие тяжелые? Такие проверять надо. Ну вот, если вмятинка есть, это не вольфрамовый контакт, это нормальный контакт. Так. Так, ну в принципе все. Больше я ничего тут такого не увидел. На меди тут нет контактов, не попадаются. Магнитных нету. Это у нас контакт круглый, большой, хороший. Так, это у нас не вольфрам. Просто тяжеловатый такой показалось. Как на самом деле нормально. Ну, лучше проверить. Так, ну и на пакетик грамм скину. Вот, получается у нас 192,5. Хороший вес. 192,5 на 31,5. Как все, что было до этого, только вот тут немагнитное серебро затянуло. Неплохо. Так, что у нас тут?
колечки вот такие вот. Сейчас мы их горелкой проверим. Так. Не знаю, как показать. Короче, цвет не поменяло кольцо. Вот. Так, и еще. Греть до красна обязательно. Ну, с этим кольцом не очень, конечно. Сейчас покажу. Вон оно цвет поменяло. Потемнело, короче. Вот. Сейчас еще разок прогрею. Хотя вроде цвета не меняет. Поменяла цвет только, ну, только вот тут на конце. Может там припой был. В общем, а так в принципе цвет абсолютно не меняет. Колечко. И это тоже. Вот она была прогрета нормально. Это с этих с СПшек. С ППшек точнее. Так. Ну это надо эти весы доставать. Эти нам уже не нужны. Ноль четыре. Это 20%. Сейчас 0,4 на 100. На 170, по-моему. Напишу 0,4 на 170. Не помню, надо будет цену посмотреть, какая там сейчас актуальная цена на эти вещи. Вот. На бегунки. Вот, а потемнело, да, вот на конце какая-то штучка была, вот она потемнела, отпала. Может, что-то лишнее было. Так, и КМки остаются у нас. КМки оранжевые. Ну, такая, я бы сказал, распаковка. Долгая и интересная. 4,61 на 38. Я думал, конечно, как-то быстрее будет. Ну, первое впечатление у меня было, когда я высыпал это дело. Может быть, скорее всего, у нас будет сегодня только 2 распаковки. Потому что на третью... Ну, посмотрим, я не знаю, смотря какая будет вторая. Вот. То есть сейчас все это дело будем по ходу дела, как говорится, анализировать. Так, 14,5 на 48. Ну, как раз пакетик у нас один есть. Есть. Выключаем, откладываем магнит на свое место, зажигалку на свое, горелку на свое, кусачки сюда. Это нам надо подбивать. Это у нас первое. Оп. Сейчас тогда пауза. Подбиваем, берем вторую и продолжаем. Так, в общем, общая сумма по посылке у нас получилась 13 130 гривен. Так, это первая. А это вторая. Все зависит от второй. Если она легкая, я на третью еще у меня хватит сил. Если тяжелая, то не хватит. Так. Будем смотреть по ситуации. Я бы, конечно, если б честно, все посылки до единой. Все бы снимал на видео целый день. Но это, мне кажется, нереально.
Поэтому, оп, письмо с картой. Карту лучше на задней стенке писать, потому что я когда открываю, мне вот это приходится. Володя, доброго дня. Чекаем распаковку на YouTube. Ну, пожалуйста, видите, подписчик ждет распаковку, как бы я и не сомневался. Я же говорю, реально, ну, если бы была бы моя воля, я бы все на распаковку делал бы. Просто целый день бы стоял бы, только видео делал, и потом бы их вот это обрабатывал на YouTube. Чух, как конвейер. Ох. Ну, китайцы, наверное, так умеют. Так, Володя, доброго дня. Чекаем распаковку на YouTube. Образець на перевірку. Дякую за вашу працю. Картка Мона. Фух, дуже дякую за листа. Металл на перевірку. Перевіримо сейчас. Это какой металл? Не понял. Сейчас оно. Где письмо? Образец на перевірку. Вот он. Все. А то я как-то запереживал, что не найду. Так. Свинец, походу, что-то тяжелое. Вот такая плата, но она неприемная. Так. Медь. Ну, я надеюсь, что будет быстро. Хочется ж третью еще сделать, чтобы на завтра ничего не переносить. Так, ну вот это нерж. Оп. Так, организовываем, короче, это мероприятие, все. Хорошая нержавейка. Так, по искре. Тоже хорошая, пойдет. Искра мне понравилась. Так. Да ладно, уже на больших взвешу потом. А то сейчас начну колхозить. Сейчас еще что-то начну. Уже потом в конце. Да, я угадал. Свинец. Так, откладываем. А это что? А это, наверное, латунь. Ну, я бы сказал бы, блин, насорил так сильно, конечно. Фух, так. Ага, нашел. Только он не кусанный, а это плохо. Это что такое? Это не прием. Ладно, высыпаем, короче. Так, это в мусор. Полубочонки импортные. Такие вот. Опять. Эх. Раз, два. Сейчас я их выберу отсюда. Сейчас я их ликвидирую. Так. Раз, два. Оп. Импортный полубочонок. Вечно приходится с ними возиться. А вот они, импортные полубочонки. Вот такие вот надписи тут на них. Вот такие надписи. Короче, импорт, одним словом. Так. Так. Ой.
Ну мы их, в принципе, можем просто поштучно посчитать. Единственное, что вот эти проверить надо, как бы. Желтый. 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 Так. Это у нас 24, а этим поштучно. Половина микросхемки. Короче, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33. И один этот на 0,3. Так. Короче, КМ-ка 4, те 24, эти 30, сколько их там было? 31 на 1,3, правильно? Вот. Это пока со старту. Потом на MIDI, это контакты. Контакты на MIDI. Ну, лучше, конечно, обзавестись zip-пакетиками. Лично моя такая, как говорится, рекомендация, потому что я вот такие вещи не люблю, когда вот так вот оно все смотано в спичечных коробках. Это, конечно, классно, но так, ну, не знаю, мне кажется, в zip-пакетиках намного оно лучше. Воспринимается, я бы сказал, намного лучше даже в zip-пакетиках. Хотя с какой-то стороны для контента вот это, что я сейчас делаю с коробочками, тоже прикольно. А это на проверку, это мы на потом оставим. Так, берем весы магнитные. 2,66 магнитных. Два 66 на 22. Это у нас тут кто? Чипы. Ну тут не все чипы. Сейчас. Тарим. Вот эта микросхема в никеле мусор. Это у нас тупо латуни кусок. А это микросхемка ушастая. Ушко одно отпало. Так. Короче, а это у нас 92 год. Короче, сейчас разберемся с ними. Так, это у нас чипы. Чипов 13 грамм на 2,50. На 2,50. Выключились весы. Ну да. Так, это у нас... Это у нас мусор. Вот это. А это в проверку. Желтая. Их тут две, она как одна пойдет. Это 4 гривны еще. 4 есть. На MIDI. 1,5 грамма, короче, коробочка сама весит. 7 минус 1,5, 5,5 на 11. Оп. А это у нас не магнитная. Тут я, наверное, вот так сделаю. Тут крышечка меньше просто, чем те предыдущие. Лучше сделаем так. 5 грамм. 5 на 31,5. 31,5. Да, вот это, конечно, быстро получилось. Так, наверное, на третью все-таки. Пойдем на третью, как говорится. Так, на проверку. Что проверять будем? Металл на проверку. Ну, я уже вижу, что это какое-то... Не буду, конечно, матюкаться и ругаться.
Есть реакция на магнит. Очень слабая реакция на магнит есть. Так. Искры нету. Реакция на магнит очень слабая. Вот. Ну, сейчас прогреем газом, посмотрим. Может не хром быть. Ну, вот, вполне. Я думаю, все, да, увидели цвет. Ну, это не хром. 100%. Абсолютно 100% не хром. Так, тут даже, в принципе, и нечего это самое выдумывать, как говорится. Так. Это на место. Баллон газовый на место. Ну и осталось, в принципе, ну, большие позиции взвесить. Ну, цветного металла. Сейчас я весы туда принесу. Так. Оформляем весы. Начнем с латуньки. С латунечки нашей. Так. Опа. 900 грамм. 0,9 на 190. Опа. Так. Идем дальше. Свинец 0,85 на 50 годится. Нержавейка 0,78 на 37 есть контакт. И последняя позиция медяшка. Кило 160 на 320. Вторая общая. Сейчас подобьем. Сейчас мы подобьем. И продолжим с третьей тогда, наверное, да? Потому что я думаю, что есть смысл третьей заниматься. Так, сейчас тогда пауза, подсчет и продолжаем. В общем, по сумме у нас получилось 993 гривны, но я 1000 напишу. 1993 как-то не очень звучит. Так, и третья, Юрий Феликсович Кривый Рих. Кривый Рих. Так, погнали. Что у нас тут? Дощечка. Убираем. Ага, тут у нас какие-то детали. Детали. Еще ребро жесткости. Так, опа. Железячки. Латунь. Что, больше ничего нет. Так. Латунь ложим. Что це? Медь, что ли? Где болгарка? А не. Искра, как у неприемной нержавейки. Да, это железо. Железяка. Оп, он на магните висит. Железо. Так. А, вот даже ржавчина. Так, это мы выбрасываем сразу. Это нам не надо. Так.
Это у нас что здесь? Схоже на медь. Сейчас. Медь. Это, наверное, люмас. Да? Ну да, люмас. Звук. Звук сразу все говорит о себе. Так, а это нам не надо. Как коробка. Так, фух. Так, пакетик был с мелочью. Так, это срезка. Это по серебренка лигатура. Это, ну как сказать, можно сказать срезка, но вот эти конденсаторы неприемные. Так, что у нас тут? Ну, это можно сказать срезка. Скажем так, да, разъемчики. Так, РС-6 неприемные. РС-22 701. Сейчас я вскрою. Вот. Я как бы всегда говорю там, что я думаю по поводу релюх. Да. Мне ее проще открыть, показать. Она легко открывается. Вот так вот. Хоп, замочек вот этот стягивается. Потом вот эта крышка снимается, и мы можем увидеть здесь серебряные контакты. Это у нас паспорт 701. А вот если уже будет паспорт 0801 или 0901, там обязательно надо проверять. Где мой пробник? Ага, вот он. Сейчас я покажу реакцию на контакты этого реле. Вот, как бы увидели, да? Красные фонари. Так. Все, пробник прибиранто. Так. Релюха раз. Шестерки неприемные. Вот. Что это у нас? Тоже шестерка. РС-6. Нет, это не РС-6, это какая-то другая. Можно проверить ради прикола. Опа. Так, достали релюху. Контакты смотрят на нас. Ай, налил. Ну, вон они покраснели, да. Пластинки желтые, а релюхи, контакты на релюхах вон красные. Вот и разница вся, пожалуйста. Так. Еще раз показываю лучше. Вообще хромпик должен быть у многих. Вот. Сейчас очень хорошо видно. Так, все, с этим закончили. Не будем тратить драгоценное время, как говорится, на то, что и так понятно. Так. 701 такая же. Короче, тоже РС-6. Так, это мы в срезку все лупашим. Я, конечно, точно не помню, но, по-моему, я подписчику за них объяснял информацию. Так. Сейчас, что у нас тут еще имеется? Это тоже в срезку. Кнопки. Вот такие вот кнопки, короче. Так. Керамика мимо. Сейчас вот эти на проверку выберу сразу. Сейчас я выберу то, что возможно да, а то, что нет, мы высыпем в пакет. Так.
проверим. Проверим. Положим пока тут. А это мы сейчас все нейтрализируем. Так. На срезку. Так, что тут? Так, я их, наверное, высыплю сюда, потому что так, пакет пустой. Тут ничего нет, короче. Ни единой КМ-ки приемной нет, поэтому мы вот эти кондерчики разноцветные, красивые кондерчики высыпаем в срезку. Оп. Так. Потом у нас остается вот это. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полубочонков. Я, кстати, если вы не заметили, я еще ничего даже не записал в тетрадку. Так, это у нас первая запись. 7 на 1,3. Потом микруха. Проверяем. Желтая. Белая в мусор. А вон видно, да? Желтенькая. Желтая. Это у нас маленькая белая. Это... Лучше такое самостоятельно все делать. Белая. А если бы их больше было, как тогда быть? Желтая. 3. 3 на 4. 12. 12. Как тогда быть? Абсолютно не знаю даже. У меня бывает абсолютно времени нет. Так, такая 8. И полубочонок 1. 8 плюс 1,3 плюс крышку снимаем, проверяем. Но это импортная. Белая, что ли? Ну да. Да, белая. Так. И 2 КТ пластмасса. Желтый. Желтый. Так, это у нас 16. Что тут? Тоже срезка. Тоже срезка. К сожалению, мы это все ссыпаем сюда. А, не, вон она, оп. И оп. На самом дне лежали. Так, РПС 32, 224 паспорт. Сейчас посмотрим, что это у нас. Так, РПС вот это неприемная. РС 10 302 приемная 50 гривен. Пишу 50. Так, это нам не надо. Кулечки эти нам не надо. Релю туда. Так, это у нас лигатура. Перемешку с нелигатурой. Так, вот это сейчас уберем отсюда. Это мусор. Оно и упало сразу. А это у нас тоже лигатура. Сейчас я ее высыплю. Да, я сейчас сразу и покажу, в принципе. Так. Оп, пакет выбросили. Чини лигатура, не знаю, сейчас проверяем. Цвет какой-то непонятный. Так. Не краснеет. Все, нормально покраснело. Просто не сразу. Короче, лигатура это все у нас. Тут вообще ее совсем мало. Это совсем мало. Так.
12 грамм. 6 гривен. Так, 6 гривен лигатура. И на вот этих весах мы взвесим срезку. Так, я, наверное, ее попробую закрыть, потому что она сейчас высыпется. Ну, кило, наверное, будет. Ну, около того что-то. Кило, короче, 50 гривен. 50 гривен. Так, есть. И осталось взвесить на больших весах цветной металл. И на этом все. На сегодня у нас передача будет подходить к концу. Сейчас берем весы. Так, весы рядом. Опа. Опа. Так. Алюмас. Ой, рано положил. Опа. Алюмасикс. 3250. На мешок сбрасывать не буду. 3250 на 47. Есть. Убираем. Медяшка магнитом. Порядок. 2800, короче. 2800 на 320. Есть. И латуха. Так, латуху я уже показывал. Что тут, ничего интересного в ней нет. Так. А латуху напишу кило 500. Кило 500 на 190. Вот тут будет общее. Так. Весы прибираем. Ну, неплохая, я бы сказал, получилась даже распаковка. Так, подбиваем тогда и возвращаемся. Так, общая сумма у нас получается 1486, 1500. Пишем. И отлично. Так, огромное всем спасибо, что смотрели сегодняшний мега выпуск. Было 3 классных распаковки для посылок для подписчиков канала. Огромная просьба, пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего просмотра на YouTube. Всем хорошего вечера. Спасибо, что смотрите. Всем пока.